Ее фарфоровое лицо долгие годы считалось абсолютно недостижимым эталоном идеальной корейской красоты. Миллионы обычных женщин со слезами умоляли пластических хирургов подарить им такую же внешность. Но за этой безупречной и сияющей маской скрывалась невероятно изломанная и трагичная судьба. В глазах безжалостной корейской прессы она десятилетиями носила страшное несмываемое клеймо роковой разлучницы. Жестокие журналисты с нескрываемым наслаждением хоронили ее блестящую телевизионную карьеру после каждого скандала. Консервативное общество невероятно жадно наблюдало за сокрушительным крушением ее самого красивого публичного брака. Разъяренные фанаты бывшего мужа писали ей тысячи проклятий и желали скорейшего полного исчезновения. Казалось, что эта безмерно уставшая женщина больше никогда не сможет восстановить свое имя. Она должна была навсегда исчезнуть с экранов и спрятаться от этого жестокого мира. Однако великая актриса выбрала совершенно другой и невероятно пугающий способ ответить своим ненавистникам. Она безжалостно уничтожила свой гламурный образ и предстала перед камерами с жуткими шрамами. Ее грандиозное пугающее возвращение заставило всю телевизионную нацию затаить дыхание от абсолютного шока. Это невероятная история Сон Хе Гё, женщины с стальным и несгибаемым внутренним стержнем. В начале нулевых годов она мгновенно покорила огромную Азию нежной и меланхоличной ролью. Драматический проект «Осень в моем сердце» заставил навзрыд рыдать миллионы очень впечатлительных зрителей. Затем последовал невероятный глобальный триумф в веселом и сверхпопулярном комедийном сериале «Полный дом». Она моментально стала самой желанной и невероятно высокооплачиваемой актрисой во всей азиатской индустрии. Ее гонорары взлетели до небес, а рекламные контракты приносили просто астрономические колоссальные суммы. Но вместе с оглушительной славой пришла невероятно темная и грязная сторона публичной популярности. После каждого успешного сериала пресса немедленно приписывала ей бурные тайные служебные горячие романы. Желтые газеты постоянно соревновались в создании самых отвратительных заголовков про ее личную жизнь. За ней плотно закрепился жестокий несправедливый статус безжалостной хищницы и пожирательницы мужских сердец. Каждый ее новый выход в свет сопровождался громким шепотом и невероятно презрительными взглядами. Актриса научилась глубоко прятать свои настоящие эмоции за идеально отрепетированной и холодной улыбкой. Она молча терпела все оскорбления, упрямо доказывая свой выдающийся профессионализм перед тяжелыми объективами. Но в 2014 году грянул разрушительный скандал, едва не уничтоживший все. В бульварную прессу просочилась секретная информация о колоссальных махинациях с ее государственными налогами. Сумма сокрытых обязательных платежей составляла огромные 2,5 миллиона тяжелых американских долларов. Для строгой и консервативной корейской нации финансовое уклонение является одним из самых страшных грехов. Люди в интернете мгновенно разорвали на куски ту женщину, которую вчера называли богиней. Разъяренная толпа требовала немедленно выгнать ее из страны и навсегда запретить ей сниматься. Актриса экстренно организовала масштабную публичную пресс-конференцию в огромном зале перед сотнями репортеров. Она вышла к микрофону в строгом черном костюме, лишенная абсолютно любого яркого макияжа. Сон Хе Гё смиренно склонила голову на долгие секунды под оглушительный треск ослепительных фотовспышек. Она взяла всю вину на себя, отчаянно защищая своих крайне некомпетентных и жадных бухгалтеров. Актриса немедленно выплатила колоссальные многомиллионные штрафы из своих собственных огромных личных денежных сбережений. Но разъяренному и кровожадному обществу этих запоздалых публичных слез оказалось катастрофически слишком мало. Ее безупречное лицо трусливо стирали со всех светящихся рекламных щитов на улицах Сеула. Крупнейшие мировые косметические бренды спешно в панике разрывали с ней все эксклюзивные контракты. В условиях тотальной национальной отмены она была вынуждена искать профессиональное спасение в Китае. Годы изнурительной тяжелой работы на чужбине окончательно превратили хрупкую девушку в железного непоколебимого солдата. Она снималась в сложных исторических фильмах, оттачивая свое мастерство в абсолютно чужой языковой среде. Ее грандиозное и долгожданное возвращение домой состоялось только в 2016 году. Масштабная военная драма «Потомки солнца» стала абсолютным телевизионным феноменом и побила все рекорды. В
Вся планета с замиранием сердца следила за невероятной любовью смелого капитана и врача. Ее экранным партнером стал невероятно популярный и безумно обаятельный молодой актер Сон Джун Ки. Химия между этими двумя людьми была настолько обжигающей, что зрители отказывались верить сценарию. Искра подлинной страсти вспыхнула прямо на съемочной площадке среди постановочных взрывов и декораций. Впервые в своей жизни закрытая актриса решила полностью довериться этому яркому и настойчивому мужчине. Они тщательно скрывали свои отношения от назойливых папарацци, тайно встречаясь в закрытых ресторанах. Их грандиозная свадьба в октябре 2017 года стала главным событием целого десятилетия. Азиатская пресса восторженно окрестила их роскошный и красивый союз знаменитым названием «Пара Сон-Сон». Они казались абсолютно идеальной картинкой из самой дорогой голливудской романтической и волшебной сказки. Но за высокими заборами их шикарного просторного особняка неумолимо разворачивалась настоящая тихая трагедия. Менее чем через 2 года эта идеальная глянцевая сказка с оглушительным треском разбилась вдребезги. Летом 2019 года Сон Джун Ки внезапно подал документы на официальный развод. Он сделал это максимально холодно и публично через своего личного высокооплачиваемого доверенного юриста. Актер даже не посчитал нужным лично предупредить свою законную супругу об этом жестоком шаге. Этот внезапный удар в спину мгновенно развязал руки тысячам безжалостных анонимных сетевых интернет-троллей. Патриархальное общество моментально назначило именно женщину главной и единственной виновницей крушения этого брака. Люди тут же с радостью вспомнили ее старое грязное клеймо безжалостной манипуляторши и разлучницы. Желтая пресса ежедневно выдумывала абсолютно дикие теории о ее тайных изменах с молодыми коллегами. Каждый ее вздох под огромной медийной лупой разбирали на популярных телевизионных скандальных ток-шоу. Ее безжалостно критиковали даже за решение появиться на публичном мероприятии с красивым ярким макияжем. Женоненавистники яростно соревновались в написании самых изощренных проклятий в ее закрытых личных социальных сетях. Актриса снова отгородилась от всего мира толстым ледяным щитом тяжелого и абсолютно непроницаемого молчания. Она не проронила ни единого плохого или мстительного слова в адрес своего предавшего бывшего мужа. Сон Хе Гё просто молча удалила все счастливые совместные фотографии и с головой ушла в работу. Она соглашалась на безопасные и немного скучные роли в стандартных телевизионных слащавых романтических мелодрамах. Ее персонажи были красивыми, правильными, но абсолютно лишенными глубокой искры и настоящей живой страсти. Критики с наслаждением писали о безвозвратной потере ее таланта и неизбежном скором актерском увядании. Они злорадно уверяли своих читателей, что золотое время великой актрисы окончательно ушло в прошлое. Индустрия была абсолютно уверена, что она навсегда останется красивой декорацией для молодых перспективных актеров. Но никто даже не подозревал о сокрушительной и холодной мести этой невероятно гениальной женщины. Она тайно объединилась с легендарной корейской сценаристкой для создания самого мрачного и жестокого проекта. Ради тяжелой главной роли в триллере «Слава» эта роскошная дива принесла совершенно беспрецедентные жертвы. Она добровольно отказалась от идеального макияжа и комплементарного мягкого студийного теплого сглаживающего освещения. Актриса месяцами сидела на экстремальной диете из риса, чтобы ее тело выглядело максимально истощенным. Она сутками не пила ни капли воды перед съемками критически важных сцен демонстрации шрамов. Кожа должна была выглядеть сухой и безжизненной, отражая всю внутреннюю боль ее покалеченного персонажа. Ее героиня по имени Мун Дон Ин стала жутким символом всех сломленных жестокой несправедливостью людей. Женщина с сожженным раскаленными щипцами телом методично и абсолютно безжалостно уничтожала своих школьных обидчиков. Сон Хе Гё вложила всю свою личную десятилетиями накопленную боль в этот мертвый пустой взгляд. В каждой ее тихой и спокойной фразе на экране звенела невероятная скрытая и леденящая ярость. Зритель физически ощущал, как эта женщина годами варилась в котле собственной ненависти и отчаяния. Премьера сериала произвела эффект настоящей разорвавшейся бомбы в огромном мировом медийном и телевизионном пространстве. Зрители по всей планете буквально замерли в шоке от невероятного масштаба ее актерского таланта.
Она навсегда уничтожила свой привычный безопасный образ красивой пустышки из бесконечных предсказуемых телевизионных сказок. Миллионы хейтеров внезапно замолчали, оказавшись полностью раздавленными невероятной мощью ее гениального жуткого экранного перевоплощения. Даже самые суровые и предвзятые критики были вынуждены публично признать ее безоговорочный абсолютный триумф. Эта пугающая роль закономерно принесла ей самую главную награду на престижной национальной телевизионной премии. Стоя на ярко освещенной огромной сцене со слезами на глазах, она произнесла свою легендарную речь. В этот исторический момент весь огромный мир окончательно признал истинное величие этой непобедимой женщины. Она прошла через публичное уничтожение, предательство, национальную ненависть и с триумфом вернула свой королевский трон. Сегодня блистательная Сон Хе Кгё совершенно не нуждается в одобрении жестокой и безликой переменчивой толпы. Она сама стала невероятной и несокрушимой стихией, доказав безусловное превосходство таланта над любой грязной клеветой. Ее холодные стальные глаза с экранов молча напоминают всем ненавистникам о ее абсолютной полной неуязвимости. История этой потрясающей актрисы навсегда и золотыми буквами вписана в историю современного мирового кинематографа.